хотела бы поделиться с вами теми работами, которые я успела сделать за тот небольшой промежуток времени, когда я не снимала. Значит, последнее видео у меня было, я вязала манишку и предлагала вам расчет и схему. Пока заказ я не отдала, ко мне в гости приехала знакомая, посмотрев на изделие, сказала, я тоже такое хочу. Вот я ей связала вот такую манишку, только немножко в другом исполнении. Там был голубой, здесь сиреневый. То же самое, по той же схеме и очень быстро, потому что когда ты только разрабатываешь какую-то модель, конечно, времени уходит больше. Пока ты сделаешь образец, пока ты сделаешь расчет, а здесь уже по накатанной очень быстро получилось. У меня получилось порядка час 20 где-то ушло. Конечно, на машине исполнить было быстрее. Большую часть времени ручная обвязка заняла. Дальше я хочу вам представить свое платье-мешок. На улице весна, уже хочется раздеваться, а я мерзляк 80 уровня. Я очень долго расстаюсь с теплыми вещами. Я до мая месяца практически их ношу. И тут такое вот нашла не очень красивое платье, так скажем, но оно очень теплое. Я решила его немножечко преобразить. Сейчас вам буду показывать. И еще, это такой небольшой такой, помните, небольшой шаг на пути к успеху. Помните это кружево, которое я делала? Я решила сделать из него галстук. Я его одевала поверх белой водолазки. Это у меня было а-ля русская рубаха, типа того. Теперь я захотела сделать такой гламурный офисный галстук. Я сделала вот такую веточку с бусинами. Вот. И если я буду одевать с отложным воротничком, я буду застегивать это все. Вот тут у меня веточка с петельками. То есть у меня будет вот такой галстук теперь. Как его носить, я потом покажу с чем. Осталось найти блузку с отложным воротником, чтобы это все вам продемонстрировать. Так, где моя последняя пуговица или бусина? В общем, как-то так. Вот в такой манере будет галстук. Конечно, не под это все. Я думаю, если здесь будет отложной воротничок, будет очень даже ничего. Теперь по платью. Так, вот наше платье. Здесь я сделала обвязку снизу вот такими нитками, серые и светло-серые и темно-серые. Также здесь участвует пояс. Пояс — это моя разработка. Я вам покажу потом впоследствии, как его вязать. Это из витого шнура. Обвязочка сделана разноцветной пряжей. Вот так сделан манжет. Его можно как носить, как оверсайз длинный. Также и можно подогнуть. Сейчас, минуточку. И вот так его носить. Горловина широковата, прям неимоверно широковата. Она очень плохо прилегает именно к шее, поэтому здесь я сделала вот такой шнурок. Я его вставила. То есть, когда я буду одевать, вот эту веточку я буду использовать в качестве шнура. Сейчас попробую вам показать. То есть, вот так я подтяну это все по мере там возможности. И вот это будет и декорация, и шнур. Вот такие цветы, элементы из ирландского кружева. Внизу в уголочке вот такой элемент, тоже из ирландского кружева. Вот такую веточку сейчас буду пришивать еще сюда. Даже нитки еще не обрезала, только отпарила ее. И покажу вам ее уже в готовом изделии. Прогуляемся по подиуму, посмотрим, как это смотрится. Итак, по поводу
пояса. Пояс у меня связан из шнура трехвитого. Не знаю, откуда он у меня взялся. Вот, поближе, наверное, будет видно. Вот так, видите? И вот эти бусинки. Я взяла красную пряжу и вот эту меховую шиншилку. Я ее неоднократно показывала вам. Но здесь я уже что-то распускала. Она, конечно, неравномерная такая. И вязала я следующим образом. Конечно, на таком примере я уже не могу показать, потому что у меня нет такого шнура трехвитого. У меня есть двухвитой, и то я его использую в совсем другом направлении. Я из него добываю золотые нити, потому что металлизированную нитку не нашла, а мне нужно было расшить золотые пайетки. И я вышла из положения. Ну вот как бы кусочек вот такой остался. Я не домучила его. И вот на примере вот этой пряжи я хочу показать, как связать такой пояс. Может быть, вы заинтересуетесь этим способом. Под вот этот шнур я завожу крючок под перевитие. Я уже тут как бы изобразила что-то. Вот оно перевитие. Я в него завожу крючок. Вот таким образом. Вяжу я одна воздушная, один столбик без накида, причем одно перевитие я пропускаю и делаю столбик без накида в другое перевитие. Их очень четко видно в этих шнурах. Вот. Опять делаю воздушную петлю. Это вот для такого шахматного узора. То есть под нее мы будем в следующем ряду заводить столбик без накида. Так, забыла, заговорилась. Воздушную петлю сделала, пропустила одно перевитие в следующее, столбик без накида, опять воздушная петля, одно перевитие пропускаем в следующее, как бы подкручиваем его, чтобы удобно было заводить крючок. Вот пальцами прямо раз, одна воздушная, одно перевитие пропустили, следующее запустили крючок. Вот так. Следующий ряд другого цвета пряжа идет. Смотрите, как мы делаем. Мы заводим столбик без накида под воздушную петлю, а воздушная петля в этом ряду у нас над столбиком без накида нижнего ряда. Вот я уже здесь ее сделала. Завожу вот так. И вот так. Воздушная петля. Завела вот так и вот так. И вот получается у нас вот такой пояс. То есть мы проходим как бы по кругу с двух сторон. И получается вот такая красота. Конечно, здесь она очень фактурная за счет меховой пряжи. И сам шнур потолще. А здесь это вот потоньше немножко. И я еще раз скажу, что здесь у меня двойное перевитие. Будет богаче смотреться, если возьмете тройной шнур. Итак, теперь приступаем к веточке, расшиваем и будем смотреть, что же у нас в итоге получится. Итак, как бы по веточке. Здесь я ее уже закрепила. Один листик я уже пришила. Закрепила ее только под листочком, вот здесь одним стежком. Здесь она у меня свободная, я ее не пришиваю к изделию. Вот так как бы я располагаю листик и немножко подтягиваю полотно, потому что когда мы оденем, это все-таки трикотаж и он тянется, поэтому листик пришиваем как бы слегка в растянутом положении. Пришиваю я его за задние стеночки косичек, которые располагаются к нам лицом, вот таким образом. Почему пришиваю только листики, объясняла уже как-то, что чтобы не тянулось изделие. В юбке, которую я вязала и отделала точно такой же веточкой, я точно так же пришивала не по всей длине, а какие-то отдельные элементы.
нитка трикотажная, конечно же, чтобы она тоже имела возможность тянуться обязательно. Ну, вот как бы вот так. Закончу, все покажу. Так, вот и пришита наша веточка. Смотрите, значит, как я говорила, листочки я пришила, а веточку саму нет. Вот она у нас свободна, вот так. Ну, так как она у нас достаточно плотная, она хорошо держит форму, выглядит даже очень неплохо, я так считаю. Ну, а теперь покажем это все на подиуме.